За прошедшие сутки произошли следующие изменения. На Константиновском направлении продолжаются бои. Северо-восточнее Калинина гвардейцы 200-й бригады после закрепления готовятся к новым штурмовым действиям. Операторы БПЛА с коптеров скидывают гранаты по живой силе противника. Идет подготовительный процесс перед наступлением в сторону Григорьевки. Позавчера появилось видео, где российская штурмовая группа на легком бронированном транспорте пересекла канал Северский Донец, Донбасс. После высадки отряда экипаж продолжил движение вперед по дороге О-0506. Противник заявляет, что экипаж сбился с пути, случайно углубился в украинскую оборону на 1,5 километра. Украинская сторона также задействует данный вид транспорта. Одна единица была замечена полмесяца назад у северо-западной части заказника Ступки Голубовские-2. Не исключено, что ВСУ приняли данную машину за свою. Есть более свежие кадры, где разведывательно-огневой комплекс накрыл пункты временной дислокации ВСУ в центральной части Калинина. Дата публикации видео – вечер 2 июня. От воинов с данного участка сообщения о продвижении российской стороны не поступало. Обстановка на уточнении. В районе микрорайона Канал десантники планомерно улучшают позиции по переднему краю. В дачном участке расширили контроль территории на 100 метров. Атакующих поддерживает расчет солнцепёка, который ослабляет ВСУ возле места продвижения. Здесь прилетело по противнику в северной части нефункционирующего завода «Гидрожелезобетон» и в посадке у железнодорожных путей. На рубеже Сокол, Новопокровская, отряды группировки «Центр» продолжают давить. Северо-восточнее Сокола гвардейцы пытаются достичь села вдоль балки Самойлова. Изначально добились цели в выходе на окраину этой балки. Со стороны Соловьева воины в ходе продолжающейся наступательной операции отодвинули украинские силы на 800 метров. Заняли ряд поперечных лесополос. ВСУ на Брэдли выехали от соседней посадки, после чего с полукилометровой дистанции украинский экипаж приступил к обстрелу атакующих. Несмотря на огневое противодействие, бойцы наступают. В районе Карловки атакующая 9-я бригада продолжает выбивать противника. В очередном натиске между балкой Домаха и Карловским водохранилищем продвинулись на 1,5 километра. Заняли половину территории садового участка. ВСУ наносят удары по ним. В направлении Угледара войска группировки «Восток» не снижают темп боевых действий. Севернее балки Широкая расширили контроль территории на 500 метров. Заняли всю поперечную лесополосу. От балки и Криной южнее бойцы полностью выбили противника из участка площадью 6,9 квадратных километра. Российская сторона организованно зачищает территорию. На отдельных участках приближается к основной дороге Константиновка-Угледар. В районе Работина гвардейцы 42-й дивизии ухудшают позиции украинских сил. Дожали ВСУ на восточной окраине села, а также улучшили позиции по переднему краю в соседнем лесном массиве. Боец скрылся от вражеского дрона «Камикадзе» под подбитым украинским танком. Сам танк был ликвидирован в августе прошлого года. Воин после неудачной попытки украинского оператора спокойно пошел в юго-восточную сторону, то есть уже есть предпосылки в дальнейшем расширении контроля территории. На Харьковском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. В районе Волчанска украинские силы чуть больше недели ведут контрнаступательные действия. Есть случаи, когда улица несколько раз переходит из рук в руки. Войска группировки «Север» продолжают обстреливать украинские силы в ключевой застройке со средней повышенной этажностью. В течение нескольких дней российская сторона осуществляет попытки выбивания ВСУ из этих построек. Противнику пока удается удерживать позиции. Помимо возвышенности, воины начали атаковать территорию Волчанского агрегатного завода. По улице Пушкина бойцы продвинулись вперед. Со взятием завода положение украинского гарнизона в возвышенности резко осложнится. ВСУ провели очередную контратакующую попытку с южной стороны. Бесстрашные пресекли их намерения. А российская авиация продолжает поражать украинские силы в восточной и западной части города. Не позволяет противнику накопить резервы для контратакующих действий. Ожесточенные боестолкновения продолжаются.